Всем привет! Сегодня у нас расклады для тех, кто подписан на манифест в основном. Если вы мнительный человек, вам страшно в темноте и так далее, дальше не смотрите. Ну вот просто возьмите и не смотрите. Посмотрите как он покушал сегодня, да, или там что-нибудь такое. Но это не стоит смотреть, если вы мнительны. Итак, давайте начнем наш расклад. Единичка. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами. Мнительных не осталось, они уже ушли. И что происходит, что ты думаешь, что на тебе есть какой-то негатив. Ну, у тебя сейчас жизнь, как вот сказать, десятка мечей — это пипец. Причем он у тебя по полной программе. Все, что могло пойти не так, оно пошло именно вот так. Причем не поодиночке, прям пачками. Работа по швам трещит, отношения разваливаются, здоровье подводит, деньги утекают. У тебя сейчас полный вот комплект неудач за короткий срок. И самое плохое, что ты понимаешь, что это не просто невезение, потому что понятно, да, что-то нечисто крутится. Никогда такого не было, и вот опять. Раньше какая ты была? Сильная, в себе уверенная, любую проблему одной левой решала. А сейчас у тебя даже простые дела не даются. Руки опускаются от каждой мелочи. Энергии нет вообще. Утром встаешь, уже устала. К обеду еле ноги передвигаешь. К вечеру вообще зомби. Но самое плохое — это то, что твоя внутренняя сила, она никуда не делась, она есть, но до нее не достучаться. Как будто вот кто-то поставил между тобой и твоей энергией толстую стену. И ты уже чувствуешь, что это не депрессия, это не выгорание, это не возраст. Это вот что-то такое извне на тебя давит. То есть высасывает жизнь по капельке. И люди вокруг начали замечать, говорят, что ты там изменилась, стала какая-то серая, глазки больше не горят. И ты сама понимаешь, что внутри огонь есть, но кто-то его постоянно водой заливает. Какой темный вор крадет это все твою энергию? Ну, знаешь, вот как сказать мягко слово «ублюдок»? Я не знаю. Копается один какой-то упертый ублюдок, который решил тебя методично доесть. И это не какая-то там легкая сущность, да, которая там случайно привязался. Нет, это прям профессиональный энергетический вор, который целенаправленно на тебя охотится. Он знает, что делает, и у него конкретный план по твоему разрушению. И вот этот паразит, он медленно, но верно работает. Не спешит. Это знаешь, вот как примерно, зачем курицу убивать, если она яйца еще несет. И вот он каждый день отщипывает от тебя по кусочку. То удачу украдет, то ты споткнешься, упадешь, то настроение испортит, то здоровье подпортит. Ты даже не замечаешь сразу, потому что он делает это очень аккуратно и постепенно. И самое плохое, он питается твоими страхами и тревогами. Вот, знаешь, вот как по ночам ты лежишь, да, и накручиваешь себе вот по поводу проблем. Вот как раз в эти моменты он рядом сидит и жрет вот эту твою панику. Для него это вот... Какая икра самая деликатесная? Черная или красная, не знаю. Ну, пусть как черную икру ест. И чем больше ты переживаешь, тем сытнее он становится. И специально подкидывает тебе поводы для беспокойства. То там счет неожиданно придет, то деньги исчезли, то с работы новости плохие, то здоровье прихватит с утра. И вот этот говнюк, он очень терпеливый и очень злой. Он не просто энергию ворует, нет. Он, знаешь, он кайф получает от того, что ты мучаешься.
Для него твои страдания — это не какой-то там побочный эффект, да, а главное блюдо, вот которое приносят же, вот, как сказать, самое торжественное блюдо. Вот это для него. Чем хуже тебе, тем лучше ему. Есть ли порча? Что за порча или сглаз? Знаешь, это общий расклад, я сразу говорю, я говорю то, что показывают карты. Карты показывают, порча есть, и она свежая. Кто-то вот недавно решил тебе навредить, причем очень серьезно. И это не случайно какой-то там сглаз от завистливой там продавщицы, соседки или в очереди кто-то поставил. Нет, это целенаправленная атака на твое благополучие. Кто-то прям очень хочет, чтобы у тебя дела шли хорошо. И вот, как сказать, ой, плохо дела шли, этот, как вот сказать там. И вот всю свою энергию, даже с избытком, направил этот человек негативом на тебя. Я вот не знаю, как правильно сказать, потому что в голове знаю, а сказать не знаю. То есть этот человек вот прям... вот есть человек завистливый, а есть гнида. Вот именно гнида, понимаешь? Не просто завистливая, а вот гнида такая. И порчу наводили через деньги. Либо подсунули тебе что-то вот такое материальное с негативом, либо использовали твои денежные проблемы как точку входа. То есть, вот вспомни, не было ли недавно там ситуации, когда тебе кто-то деньги в долг давал, подарок подарил, или ты находила что-то на улице и поднимала. Вот через вот это все и пришла вот эта зараза. Делал это молодой мужчина, который себя считает умнее всех. Он изучал, как тебя навредить, читал всякую чернуху в бусурманских интернетах, консультировался с такими же мудаками. Для него это была, вот знаешь, как задачка. Как максимально эффективно испортить тебе жизнь. А мотив простой — зависть к твоим возможностям и к твоим успехам. И вот этот придурок, он думает, что если тебя опустить, то сам автоматически поднимется, понимаешь? То есть классическая логика неудачника. Вместо того, чтобы самому чего-то добиваться, проще, как говорится, других топить. И вот он специально выбрал денежную сферу для атаки, потому что он знает, что без денег человек быстро ломается и теряет уверенность в себе. Как негативное влияние перекрывает твои дороги к успеху? Есть ли они? Ну, тут, знаешь, полная хрень творится с твоим мышлением. Негатив очень хитро работает. Он не блокирует дороги физически, он ломает твою способность их видеть и выбирать. У тебя в голове вот сейчас постоянно каша. То ли направо, то ли налево, то ли это, то ли то. А может вообще, как говорится, на месте постоять. И вот каждое решение тебе дается как последнее. У тебя сомнения, страхи, 1000 вариантов в голове. Раньше ты была решительна, могла быстро, просто принимать правильные решения. А сейчас что? Даже в магазине ты стоишь перед полкой долго, да, и не можешь выбрать, какой хлеб купить. И это не твоя природная вот эта нерешительность. Нет, это искусственно созданная блокировка твоего мозга, ума. Кто-то специально засрал тебе все мозги, чтобы ты не могла четко мыслить. Но самое подлое, тебя постоянно дергают назад. Когда вот ты пытаешься вперед, да, идти, только соберешься что-то там сделать свое, там хорошо все, или там в проживание пойти, как сразу у тебя находится куча причин, почему это плохая идея. То люди отговаривают, то обстоятельства против складываются, то внутренний голос, как говорится, говорит, а вдруг не получится. Дороги к успеху у тебя есть, и даже не одна. А вот есть несколько хороших вариантов. Но проблема в том, что негативное влияние, оно не дает тебе их увидеть. Вот ты смотришь на свои возможности, как через этот... Вот я вот раньше очки одевал и постоянно их тряпочкой протирал. И когда очки запятнаны, то вот мутное стекло, вот ты так видишь. У тебя вот вроде что-то маячит впереди, но разглядеть толком не можешь.
А когда пытаешься идти к цели, то тебе в голову сразу мысли говорят, там, а вдруг это не мое, а это не мое, я недостойна, я ничего не пойму, все равно ничего не получится. Поэтому что рисковать? Вот такие мысли тебе голову засирают. Что делать, знаете, в манифесте, потому что я предупредил, это для тех, кто в манифесте. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Одевайте штанишки и сразу предупреждаю, расклад общий. Если ты мнительная, ну не смотри, это тебе не нужно. Это в основном для тех, кто в манифесте, а тебе это не нужно. Итак, сразу я все предупредил. И что происходит, что на тебе чувствуешь негатив? Холодной королевой стал. Ну, ты вот, знаешь, ко всем стала такой. Даже к тем, кто раньше тебе близок был. Ты режешь людей словами без разбора. Вот всех подряд критикуешь, ко всем придираешься к мелочам. А сама потом думаешь, блин, что со мной творится? Почему я стала такой холодной? И параллельно с этим у тебя все касается денег, материального, летит вот в тартарары. Работа стала приносить фигню вместо нормального дохода. Деньги неизвестно куда исчезают. А то, что раньше легко получалось, ну, в плане заработка, я имею в виду, тебе сейчас дается все через жопу, извини меня за выражение. Ты же сама сейчас видишь, что у тебя был такой вот, как сказать, вот нюх деловой. Умела с людьми договариваться, а теперь каждая сделка, она превращается в геморрой, извини меня. И вот эта комбинация, твоя вот эта острая злость плюс денежный провал, это не случайность. Кто-то специально тебя накручивает, чтобы ты всех от себя отталкивал и осталась без поддержки полностью одна. А когда человек один, без союзников, то его легче добить по финансам. И ты интуитивно уже чувствуешь, что это не твое поведение, это не твой характер. Ну, не такая ты. Раньше ты была жесткая, но ты была справедливая, а теперь ты просто злобная без причины. И деньги испаряются не от твоих ошибок, а вот от каких-то внешних факторов, которые ты не можешь контролировать. Да какой темный вор крадет твою энергию прямо сейчас? Ну, знаешь, тут подлая схема, я бы назвал. Кто-то из твоего ближнего круга играет в двойную игру. И этот человек с виду тебя поддерживает, там советы дает, участие проявляет, да? А на самом деле он просто тебя разрушает изнутри. Он все твои слабые места знает, все твои комплексы знает, все твои страхи знает и бьет прям именно по ним. И вот этот мудак очень быстро работает. Он не ждет годами, он действует стремительно и жестоко. Каждый разговор с ним – это удар по твоей самооценке. Хотя внешне выглядит как дружеская беседа. Но он сажает вот эти, не сорняки, как называть, семечки страха. Он умеет подавать яд в красивой упаковке. Говорит, типа, знаешь, да ты молодец, ты вообще хорошая, ты там вообще супер, но вот тут можно было бы и получше. И вот семечко посажено. И ты после таких разговоров чувствуешь себя полным, ты поняла. Самое мерзкое, он использует твое доверие против тебя. Ты ему рассказываешь вообще все. Про планы, про мечты, про проблемы. А он это все поворачивает так, чтобы ты сама усомнилась в своих силах. И типа, знаешь, вот такое. А ты уверена, что ты справишься? Там, или а не рано ли тебе за такое браться? А ты вывезешь ли?
А у тебя в прошлый раз не получилось. Почему сейчас думаешь получится? Вот это его любимые фразочки. И вот этот паразит, я слова подбираю как могу, потому что это вообще должен был закрытый расклад быть, чтобы я не останавливал себя. И вот этот вот негодяй, он питается твоими сомнениями и неуверенностью. Вот психологический вампир. Чем больше ты себя накручиваешь после общения с ним, тем сильнее он становится. И он специально провоцирует такие ситуации, чтобы ты к нему за советом приходила. А он тебя еще больше, как говорится, в дерьме купал. Есть ли порча и что за порча или сглаз? Ну, сразу говорю, это общий расклад. Он не тебе вообще не слушай. А по картам порча есть. И она профессиональная. Ее делал не какой-то там самоучка, да, а вот человек, который в этом всем серьезно разбирается. У него есть знания, есть опыт, а главное, у него много терпения. Он тебя долго изучал со стороны. Все твои привычки, твой распорядок дня, твое окружение, прежде чем удар наносить. А мотив простой – зависть к твоим способностям и результатам. Ты умеешь добиваться того, чего ты хочешь. У тебя талант есть к определенным делам. И это кого-то очень бесит. И вот этот человек, он сам пытался достичь того же, что и ты, но у него не получалось. И вместо того, чтобы работать над собой, он решил тебя ломать. Порчу делали через твою работу, через твою вот эту профессиональную деятельность. Либо подсунули что-то вот такое заговоренное в твой офис, либо через документы прошло, либо через рабочие какие-то инструменты. Цель одна – заблокировать твои таланты, чтобы ты не могла их использовать там для заработка, для успеха и так далее. Этот говнюк очень хитрый. Он не стал делать порчу там на смерть, на болезни и прочее. Нет, это будет слишком заметно. Он сделал тонкую работу на то, чтобы твои способности работали против тебя. Чтобы ты как сказать, чтобы то, что раньше тебе приносило деньги и признание, да, теперь оно приносило бы только проблем. И самое подлое, он продолжает наблюдать за результатом. Свою работу корректирует, если видит, что ты начинаешь выбираться. Понимаешь? Как это влияние перекрывает твои дороги к успеху, есть ли они? Ну, тут вообще жесть. Негатив, он очень хитро работает. Он не блокирует твои возможности напрямую. Нет, он превращает каждую попытку добиться успеха в войну. То есть, я объясню, смотри, как только ты начинаешь какое-то новое дело, даже там куда-то пошла на курсы, на какие-то, то сразу появляется куча вот этих конкурентов, противников, завистников, отговорщиков, которые у тебя ничего не получится, которые начинают тебе палки в колеса ставить. Вот раньше как? Ты могла спокойно учиться новому, да, там развиваться, пробовать разные направления. А сейчас что? Сама просто, как сказать, проснись, посмотри, что сейчас. У тебя только ты подумаешь о новом проекте каком-нибудь, да, сразу начинается война за место под солнцем. Все вокруг становятся советчики, врагами, все хотят подставить, обогнать, унизить или придушить твое эго. То есть, а ты точно уверена? Да не получится у тебя. Вот такое говно, знаешь, да? И ты тратишь всю энергию не на развитие, а на борьбу с этими мразями. И самое говнистое, тебе приходится постоянно защищать то, что уже есть, вместо того, чтобы вперед идти. То есть каждый твой шаг к успеху превращается в битву не на жизнь, а на смерть. И ты боишься начинать уже что-то новое, потому что ты знаешь, придется воевать, а сил-то нет уже на войну. И дороги к успеху у тебя есть. Они очень даже хорошие. Ты молодая, не говори мне, что тебе 55. Тебе нормально все, но в душе ты молодая. Карты не показывают возраст. Карты показывают твое состояние души. Молодая ты, умная ты. У тебя идей
куча возможностей, куча, несмотря на то, что тебе 80. Проблема в том, что негативное влияние превращает каждую дорогу в это долбанное минное поле. Ты можешь идти к цели, но каждый шаг, он будет стоить тебе и нервов, и здоровья, и сил. В итоге у тебя включается: да нахрена мне это нужно? А вот это именно то, чего добивается вот этот паразит, кто на тебя вот эту порчу наводил. Чтобы ты сама отказывалась от борьбы, чтобы ты не шла, понимаешь? А оттуда у тебя апатия, депрессия и все остальное. Что делать? Сразу говорю, это не твой расклад. Расклад это для тех, кто манифест, они знают, что делать. А это вообще не твой расклад, это просто, как сказать, кряхтение старого пердуна. Поэтому давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки-затейницы. Сразу говорю, мнительная, боишься темноты, боишься чего-то. Не смотри, это не твой расклад. Это общий расклад какому-то другому эфемерному человеку. Обожаю слово эфемерное, просто простите меня. Я его везде сую, где не надо. Эфемерно. Это в кураптоновском языке вместо блин. Так вот, не тебе расклад давай сегодня посмотрим. Эфемерной Лидочки и Танечки. А у тебя полный бардак с балансом в жизни, поэтому ты думаешь, что на тебе негатив есть. Ты как белка в колесе. Между работой, между личной жизнью, и вот так вот ты скачешь, а толку хер. Это не закрытый расклад, а? Ладно, не обращайте внимания, это раскряхтелся просто. Так вот, на работе завал, дома скандалы, то здоровье, да, то хрустит, что-то болит, не понимаешь, что, то кашляешь, никак не можешь найти в жизни середину золотую. И самое плохое, что когда ты пытаешься одно наладить, другое сразу летит к чертям. И параллельно тебя еще жестко предали те, кому ты доверяла. Причем не один это человек, нет, это не просто... Что-то я завелся. Надо выдохнуть. То есть это не просто предала подруга, конфеткой не поделилась. Нет, сразу несколько, причем все из ближнего круга. Подруга твои секреты слила, мужчина твой мудаком оказался. Коллеги на работе вообще плохие. Вот эта комбинация, это постоянная у тебя сейчас борьба за равновесие, плюс удары в спину от близких. Это все не случайно. И ты уже сама чувствуешь, что это не просто там жизнь такая, да? Слишком, потому что много совпадений, слишком много ударов одновременно. Как будто вот кто-то специально расшатывает твою жизнь с разных сторон, чтобы ты не могла стабилизироваться. Только начнешь в себя приходить после одного удара, вроде аппетит даже появляется, сразу прилетает следующий. И вот эти предательства, они все произошли почти одновременно. Как будто, вот знаешь, как будто кто-то дергал за ниточки, да, заставляя людей тебя сливать. Какой темный вор крадет твою энергию? Ну, тут, знаешь, давай сделаем вид, что это... закрытый расклад, и я скажу это слово. Это очень хитрая старая стерва, которая прикидывается твоей доброй усипусечка, забыл слово, подруга. Это... Нет, все-таки это открытый расклад, и надо это понимать и слова подбирать. Поэтому эта негодяйка создает вокруг себя, знаешь, образ такой семейный, душевный, такой понимающей женщины. И ее все обожают. Считают мудрой, заботливой. А она тем временем методично высасывает энергию из всех, кто попадает в ее поле зрения. То есть она на вид
уси-пуси, троллялюшки, ну, то есть вся такая душевная. А вот сама мразь, и она живет чужими успехами и достижениями. У нее самой ничего своего нет. Ни карьеры, ни увлечений, ни друзей настоящих. Зато вот она отлично умеет присасываться к успешным людям и жить за их счет. Это, знаешь, как вот хейтеры, которые ничего... Ну, хейтерами же кто становится? Люди, которые ничего сами не умеют, но завидуют другим. Это хейтеры. И вот она такая. Понимаешь? И она, ну, не финансово за их счет, а энергетически. То есть питается чужой радостью, чужими победами, чужим счастьем. У кого-то что-то получается, она этим питается. И вот самое мерзкое, она вид делает, что радуется твоим успехам. А на самом деле она ворует их. Каждый раз, когда ты вот рассказываешь про свои достижения, она их как бы вот присваивает, понимаешь? Это вот: «Ой, как хорошо, я так за тебя рада», — говорит, да? И в этот момент отщипывает кусочек твоей удачи себе. И вот у этой паразитки богатый опыт жизненный, в плане манипуляций я имею в виду. Она знает, на какие кнопочки нажимать, чтобы ты сама ей все рассказывала. Сама, чтобы пришла за советом к ней. Сама помощи попросила. А потом ты удивляешься, вроде поговорила с хорошим человеком, да, а на душе паршиво стало. Есть ли порча? Что за порча из глаз? Сразу говорю, расклад не твой. Это расклад эфемерной женщине, который не существует на самом деле. А карты говорят, что порча есть, и она такая специфическая. Тебе порчу наводят на иллюзии, на ложные надежды. То есть кто-то специально подкидывает тебе нереальные варианты. Там охеренные предложения. Так, это не закрытый расклад. Ты ничего не услышала, заманчивые предложения подкидывают, которые выглядят вот как золотые горы, а на деле оказываются полным... понимаешь? Ты постоянно ведешься на эту наживку и тратишь и время, и силы впустую. И делает порчу человека с твоего прошлого. Кто-то вот, кто когда-то тебе очень близок был, но потом отношения испортились. И вот этот мудак, он не может забыть старые обиды и решил тебе мстить. Он помнит, какой ты раньше была, да? Наивная, доверчивая, веришь в лучшее. И вот это использует, вот эти твои черты, против тебя. А метод простой. Он подсовывает тебе воспоминания о хороших временах, когда вот все было просто, понятно и хорошо. И ты начинаешь тосковать по прошлому, идеализировать его, забывать о том, какие там проблемы у тебя были. И вот в этом состоянии ностальгии ты принимаешь дурацкие решения. И вот этот говнюк, он знает, что ты вот, как сказать, вот романтическая натура. Любишь мечтать о прекрасном будущем, и вот он подбрасывает тебе красивые такие картинки того, что могло бы быть. И ты видишь вот эти миражи, и за ними идешь, а в итоге попадаешь в ловушку, потому что время уже не то. А цель порчи — заставить тебя жить иллюзиями вместо реальности, чтобы ты не добилась ничего в настоящем. Какое негативное влияние перекрывает твою дорогу к успеху, если они вообще? Ну, тут блокировка идет по женской линии. То есть какая-то влиятельная баба, извини меня за выражение, целенаправленно рушит все твои новые начинания в эмоциональной сфере. Как только у тебя появляется шанс на счастье, да, там, на новую любовь, на крепкую дружбу, неважно, она тут как тут со своими интригами. И вот эта стервозина, да что ж ты говоришь-то, а? Я не буду сначала записывать. Не хочу. А чё, я забываю, что это не закрытый расклад. Вот эта женщина плохого поведения, она очень умная и изощренная. Она, знаешь, она не действует в лоб. Она работает через других людей. Умеет вот настраивать людей против тебя, слухи распускать, репутацию портить. Особенно она бьет по твоим отношениям с мужиками. Каждый раз способ находит испортить твои отношения.
По поводу дорог есть они. Очень хорошие. У тебя, знаешь, большой потенциал для создания крепких И я тебе вот сейчас запись закончится, и я тебе дам ремня. То есть, знаешь, у тебя огромный шанс на идеальные отношения. Понимаешь? Причем не только построение вот счастливой семьи, но и для реализации в творчестве. Ты творческий человек. Ты умеешь любить, ты умеешь дружить, как вот никто на свете. Создавать красоту вокруг себя умеешь. Но вот эта тварь, она именно вот это и блокирует. И самое подлое, она убивает в тебе веру в любовь. Вот объясню, каждый раз, когда у тебя начинается что-то там с мужиками получается, она находит способ все испортить. То гадости наговорит или тебе, или ему, то нашепчет что-то, то ситуацию такую создаст, что вы поссоритесь. В итоге ты начинаешь думать, что любовь это вообще какое-то эфемерное, это миф, да, а мужики все козлы. И это именно то, чего она добивается, чтобы ты думала, что все мужики козлы, а любви не существует. И повторюсь, это не тебе расклад, это для эфемерной леди, которой не существует. Ну а ты приходи в манифест и в проживание арканов. И помните, какая бы какашка с вами ни случилась, дед все равно вас любит и с вами рядом.